Годами ранее видео Дениса Минина сравнивали с атлетом Hannibal for King. Ролик «Сильный парень из Днепропетровска» разошелся по сети как горячие пирожки в 2010-м. И это мотивировало тысячи людей на занятиях на турниках и брусьях, включая и меня. Организовывались совместные мероприятия с легендами воркаута. Впервые приезжали Ганнибал, Зев Заковелли и Барбарианс, Хит Ричардс. Тогда только становились известны Ислам Бадурков с командой Барбарс. Они тесно общались с Мининым и добились у себя в Казахстане признания воркаута на официальном уровне. Параллельно в странах СНГ следовал пик развития дворового спорта, проводились первые громкие чемпионаты, строились воркаут-площадки. Денис с командой проводил тур здорового образа жизни по городам Украины и соседним странам, что в 2012 дало огромный импульс развитию этого движения, а с 2009 построено уже более 1500 спортплощадок. Минин исколесил более 30 стран, был даже фитнес-тур по Латинской Америке. Обсудим также, на каких воркаут-автомобилях ездил Денис и куда его жизнь занесла, что пришлось ездить даже на вот таком. Какая же философия жизни у Дениса Минина, как атлета и человека, и куда он пропал сейчас, узнаем подробней. А в конце ролика я расскажу о его программе тренировок и питании в пиковые годы. Ну а это Владарович, атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Хотя Минина и называют ярым зожевцем, он себя причисляет к рациональным людям, ведь не кричит на каждом углу с негативом про вредные привычки, а показывает молодежи на реальных примерах альтернативу, как можно жить по-другому. Денис 80-го года рождения, рост 1,80 м, вес порядка 70 кг. На турниках и брусьях серьезно начал заниматься и популяризировать это движение с 2004 года. В школьное время занимался легкой атлетикой 4 года и периодически висел на турниках, как и многие. Подростком он вел, скажем, активный, разгульный образ жизни и с 14 лет тусовался в компании, где были разные напитки, поднимающие настроение, и пустить дымку у подъезда – это было нормой. В целом ничего серьезного, но ряд случаев и приобретенные со временем болячки заставили задуматься и взглянуть на себя со стороны. Решил, так больше продолжаться не может. Более 5 лет назад Минин осознанно пришел к вегетарианству и даже проводил эксперимент и набрал до 80 кг веса на таком питании и тренировках, включая зал и спортивные добавки. До сих пор продолжает занятия для здоровья, ведь это образ жизни, подает пример двоим подрастающим детям, путешествует, занимается бизнесом. Это производство спортивных биодобавок, криптовалюты, продажа воркаут-атрибутики, одежда и воркаут-залы с профессиональными тренерами. И, конечно, проводит воркаут-фестивали. Обо всем этом подробнее дальше. Наш герой, кроме тренировок тела, всегда продвигал в массы и прокачку мозгов. Они проводят с командой семинары по школам, вузам, детдомам, где кроме спортивных мастер-классов еще и рассказывают, например, о селф-менеджменте, то есть управлении собой, временем, делами. Также финансовой грамотности, ораторскому искусству и изучают английский язык во время тренировок. Если брать книги, то Минин рекомендует читать развивающую литературу, например, авторов Робин Шарма, Роберт Кийосаки, Эрих Фром. Я бы хотел вместе с вами подобрать электронную книгу, где можно хранить тысячи таких произведений, слушать в наушниках, либо же читать в любом удобном месте. Давайте зайдем на e-каталог, выберем свой регион и вбиваем в поиске «электронная книга». Чтобы точно быстрее понять, какие виды читалок вам подойдут, рекомендую глянуть вот это видео на главной странице или пройтись по статье с рекомендациями ниже. Также рейтинг за текущий месяц поможет в подборе соотношения цены и качества. На e-каталог я уже показывал ранее, как удобно устроен фильтр сбоку. Тут можем определиться с ценой, производителем и размером экрана. Также выбрать самые распространенные форматы, которые поддерживают современные книги. У каждой модели есть свои фишки. Это и голосовой диктор, и возможность сделать голосовые заметки в диктофон, или использовать текстовый редактор после прочитанного. Согласитесь, удобно. Выберем несколько моделей для сравнения в разных магазинах. Кстати, тут про каждую модель можно почитать реальные отзывы и посмотреть обзоры. Тут еще можно и глянуть на динамику цен на протяжении года и понять, у какого продавца будет брать выгоднее.
В общем, ссылку на сравнение читалок я оставлю в описании, а вы уже заглядывайте и смотрите сами. Любимая фраза Дениса: воркаут — это когда угодно, где угодно, на чем угодно и с кем угодно. Вся философия свободы нашего спорта заложена в этой цитате. Некоторые люди в комментариях пишут, что Минин собирается в большую политику и считают, что неправильно зарабатывать на бедных несчастных воркаутерах, в кавычках. Мол, воркаут это был изначально свободный спорт, а сейчас его превращают в коммерцию. Минин отвечает на это то, что, во-первых, ему и его товарищам, бизнесменам, которые вкладывают свои деньги на строительство спортплощадок, организацию мероприятий, им не все равно, в каком окружении будут жить их дети. Денис давно уже понял, что нельзя изменить мир вокруг, а можно только его создавать, начиная с себя и показывать альтернативу тому, что есть. Изначально, до регистрации Воркаут Федерации, Минин уже занимался бизнесом, откуда потом и вкладывал деньги в туры по городам. Был 8-летний опыт швейного производства, также самых разных работ, начиная с грузчика. Кстати, ребят, если хотите полноценный выпуск про еще одну легенду воркаута, Cannibal for King, давайте наберем минимум 400 лайков к этому ролику, ну и пишите в комментах. Поэтому, если нравится, подпишитесь с колокольчиком, а мы идем дальше. Все, что касается воркаута, тут Денис является производителем спортивных добавок. Также коммерческим есть и воркаут-залы, где нужно платить тренерам зарплаты, содержать помещения, которых 8. Никто не отменял и рекламные интеграции. Гораздо больше из этой всей прибыли было инвестировано за все годы на строительство площадок, которыми можно пользоваться бесплатно, проведение мероприятий, туров по городам. Корыстная цель тут все же есть, признается Минин. Это связи, контакты людей, аудитория, которая в последующем монетизируется, покупает спортивные продукты, создаются партнерства и так далее. Но все это капля в море и не является большими бизнесами. Денис вот уже несколько лет зарабатывает на криптовалютах. Объездил по миру, получил опыт. Все не без тех же полученных связей и контактов, благодаря спортивной деятельности. Инвестиции в криптовалюты сейчас ему дает основной приток денег на семью, автомобиль, квартиру. Он отдает отчет и предупреждает, хоть за этим и будущее, которое уже наступило, но новичкам лучше не рисковать по-крупному и разбираться постепенно, изучать информацию, ведь можно и потерять. Да и насчет своей медийности и большой политики захотел бы, уже пошел. Были начинания на местном уровне, но быстро понял, что общество еще не готово к переменам, а Денис не готов играть по текущим правилам. Он с 2004 года занимается популяризацией спорта. Ему нравится свобода путешествий, общение с разными людьми и вклад его команды в изменение жизни вокруг. Ребят, напишите в комментариях, как считаете, нужно ли состоявшимся спортсменам монетизировать свой опыт в воркауте, будь то программы тренировок, привлечение спонсоров и организация мероприятий, видеокурсы и так далее, вместо того, чтобы бросить спорт после 20 и начать жить нормальной жизнью, в кавычках. Мне кажется, без коммерции воркаут будет умирать еще быстрее. Посмотрите на примеры Европы, Штатов. Как думаете, почему там воркаут на подъеме и отлично монетизируется атлетами? В 2012 году Денис вместе с одним из чемпионов мира по воркаут и по совместительству со своим другом Евгением Кочергой сделали первый воркаут-видеоучебник по тренировкам и питанию. Помню, как я с восторгом его смотрел тогда. Там реально были подобраны дельные советы, как правильно скупляться на рынке, в супермаркете, готовить каши, чтобы они не теряли полезных свойств. Полностью разобрана техника элементов и базовых движений. Многим я пользуюсь до сих пор. Все, что есть в современных обучалках на YouTube, было сказано еще давно, и главное, систематизировано воедино. Также там было и про закаливание. В общем, полезно. Изначально курс был платным, но потом его перезалили на видеоплощадке. Там до сих пор актуальная информация. Если хотите посмотреть, не пожалеете, заходите в мой телеграм-канал, ссылки в описании. Там я оставил эти видео. И подписывайтесь, там регулярно публикую полезные статьи и дополнительную информацию к выпускам, и аудиоподкасты. Минин организовывал в 2011 и 2013 годах приезд легендарной команды Barbarians в Украину из Зефа Закавелли, о котором я делал прошлое видео, на первую построенную воркаут-площадку, где проводился чемпионат страны.
Тут все звезды. И Хит Ричардс, и основной состав Барбарианс, и отечественные топы. Вот мы можем заметить и молодого Дэнни Монтана, который сейчас устанавливает рекорды Гиннесса один за другим. Живет в Майами, и недавно на его YouTube перевалило за 1 миллион подписчиков. Кстати, небольшой интерактив. Посмотрите на это фото 2011 года. Вот на этого парня. Никого не узнаете? Ну, например, одного из крупных спортивных блогеров. 90% зрителей его точно знают. Напишите в комментариях. Кто из вас интересуется не только воркаутом, а и качалкой, помнят такого атлета и блогера, как Вадим Доча. Минин проводил с ним еще дружескую зарубу в далеком 2012. Денис сжал штангу 85 на количество, а Доча отжимался на брусьях с 70 килограммами. В наши-то годы это смешные цифры для заруб, но все же, кому интересно, ссылку я также оставлю в телеграм-канале Владарович под видео. Ролик посмотрели почти 700 тысяч человек, и это несло свой посыл, чтобы примирить негласную борьбу воркаутеров и качков. Когда Минин отошел от активных занятий как атлет и стал больше времени уделять популяризации этого движения, воркаут, конечно же, не ушел из его жизни. Он и сейчас, в 40 лет, в отличной внешней форме, может показать что-то на турниках и продолжает регулярно заниматься. Он, как и Ганнибал, все еще могут тряхнуть стариной. Думаю, многим будет интересно, как Минин питается и как тренировался в пиковые годы до 2012-го. Когда Минин был еще классическим мясоедом, то кушал все виды мяса. Свинина, говядина, курица и любил шашлык. Единственное, чего строго придерживался, это не кушал мясо вместе с кашами, а ел с зеленью, салатами из овощей. А каши вместе с сухофруктами, медом, бананами кушал на завтрак. Крупы, которые перед варкой он в основном запаривал, чтобы потом проварить 2-5 минут. Ведь при долгой варке теряются полезные свойства пищи, а гречку вообще можно запарить на ночь, а к утру она будет полностью готова, ароматная и разваристая. На ужин козье молоко, творог, брынза домашнего производства. Период приема спортивных добавок собственного производства был относительно недавно, когда, будучи уже вегетарианцем, поставил цель набрать с 70 до 80 килограмм, кажется. Но в таком весе ему было некомфортно и решил вернуться назад к рельефности. На перекусы были сухофрукты, сезонные фрукты и овощи. Выпивал не менее 3 литров воды в день. Переход на вегетарианство более 5 лет назад был осознанный. Он не призывает к этому никого, тем более, когда есть растущие спортивные организмы ребят. Все было связано с его образом жизни, в кресле самолета и за рулем автомобиля. Достаточно изматывающие регулярные переезды по городам и странам. Тяжело восстанавливаться. При постепенном отказе от мяса, а затем и от рыбы, он продолжает употреблять молочку. Говорит, что легче стал переносить переезды и стало нужно меньше времени на сон. Ведь мясо долго переваривается и требует ресурса организма. Минин не выглядит как классический худой вегетарианец, а вполне подкачанно. При переходе на такое питание Денис потерял 7 кг мышечной массы, но со временем половину удалось вернуть. Занимался Минин в пиковой форме через день, то есть одна неделя 3 тренировки, другая 4. Занятия были интенсивные, базовые, с интервалом до 1,5 минуты отдыха, но при этом до восстановления дыхания и сердцебиения. Уходило по 2 часа на одну тренировку. Все подходы выполнялись до «не могу». Если это были тренировки с весом, то он подбирался так, чтобы сделать не менее 8 и не более 12 раз. На упражнения бралось 3 подхода с весом и 3 подхода без веса. Каждую тренировку смена хвата. Более детально на 8-10 тренировочных дней программу я оставил в Telegram. Еще одна любимая цитата Минина: «За нас скажут наши дела и результаты». Напишите, как вы понимаете эту фразу. Соцсети Дениса я оставлю в описании. Ребят, буду благодарен также каждому за донат на развитие канала по ссылке в закрепленном комментарии. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. К тому же донатору я отправляю свою электронную книгу по воркауту «7 ошибок начинающего в тренировках и питании». Автор сюжета я, Владарович, разбуди в себе атлета. А сейчас я предлагаю тебе встретиться в других роликах на канале. Нажимай на плейлист, выбирай интересную историю и узнавай о новых героях.